Шум Сан-Франциско тонул в гуле машин и криках прохожих. У массивных ворот особняка на Хайт-стрит стоял худой мальчик лет 12. Его рваная серая рубашка висела на тонких плечах, босые ноги были покрыты пылью и царапинами. В руках он сжимал старую сумку, словно в ней хранилась вся его жизнь. Мальчик наблюдал за выходом из ворот. Наконец появился высокий мужчина в дорогом костюме, отец девочки, которая сидела в инвалидной коляске. Лицо мужчины было суровым, глаза усталыми, а в его взгляде сквозила холодная тревога. Девочка опустила голову, а ее маленькие руки сжимали одеяло, словно удерживая себя от движения. Мальчик подошел ближе, осторожно положил сумку на землю и открыл деревянную коробку. Внутри лежали металлические детали, тонкие провода и кусочки плат, казавшиеся хаотичными, но под руками мальчика превращавшиеся в инструмент надежды. Он аккуратно закрепил провода на ножках девочки. Сначала движения были едва заметными, затем пальцы ее ног слегка пошевелились. Свет надежды впервые за долгое время заиграл в ее глазах. Мужчина стоял, сдерживая дыхание. Сердце его дрогнуло от удивления и странного чувства благодарности. Девочка сделала первые шаги сама, держась за руку отца. Толпа вокруг молчала, пораженная увиденным чудом. Мальчик собрал свои вещи, кивнул и растворился среди прохожих, оставив после себя тихий след веры и вдохновения. На мостовой остался лишь небольшой лист бумаги с неровным почерком. Прощение сильнее власти и золота. Мужчина поднял его к груди, слезы текли по щекам. Девочка стояла рядом, уже без коляски. И впервые за долгие годы отец понял, все богатство мира не стоит одного шага, сделанного во имя добра. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.